Бывает так, что сильный империалист грабит империалиста гораздо более слабого. От этого война не перестает быть империалистической. Ее характер определяется не соотношением сил, не количеством танков и пехоты, а тем, интересы каких классов вступают в конфликт. Всякая империалистическая война есть потрясение для вовлеченного в конфликт общества. Безусловно, она влияет на судьбу трудящихся по обе стороны фронта, на их жизнь и на их смерть. Влияние империалистической войны на жизнь простого человека обычно видно невооруженным глазом. Ее характер и причины, напротив, скрыты от обыденного взора. До них надо специально докапываться. Этому сознательно препятствует буржуазная пропаганда любой стороны, затемняющая суть происходящего и призывающего держаться своей буржуазии. Сочетание этих факторов побуждает отсталые слои трудящихся либо присоединяться к своим хозяевам, либо выгадывать, какого же империалиста выгоднее поддержать. Это принципиально неверно. При любых раскладах и обстоятельствах следует смотреть на войну с точки зрения коренных интересов пролетариата. Эти коренные классовые интересы состоят в том, чтобы добиться ниспровержения своей буржуазии и коренного переустройства общества на социалистических началах. Разумеется, это автоматически означает последующую защиту своего вновь обретенного отечества от любых внешних и внутренних посягательств. Как бы ни кричала своя буржуазия о своем патриотизме, ее реальные стремления не совпадают с интересами страны, с национальными интересами. Под видом национальных интересов буржуазия преподносит и навязывает обществу свои собственные цели, погоню за прибылью и набивание собственных карманов. Под национальными интересами можно и должно понимать коренные интересы громадного большинства населения, то есть классовые интересы пролетариата. Любые иные трактовки есть обман. С одной стороны, любая и своя, и чужая буржуазия имеет гораздо больше возможностей и склонностей сторговаться с оппонентами за спиной народов, договориться о взаимных уступках и преференциях, за которые будут расплачиваться народы. Это коренным образом противоречит национальным интересам. С другой стороны, любая и своя, и чужая буржуазия с самого начала перекладывает все тяготы войны на трудовой народ, заставляет именно народ платить за чуждые цели своими жизнями, а саму войну рассматривает в том числе и как бизнес. Это приводит к ничем не оправданным жертвам и лишениям, к напрасной трате сил, ресурсов, жизней. И это тоже коренным образом противоречит национальным интересам. Таким образом, проповедовать общность, даже ситуативную, даже сиюминутную общность интересов пролетариата и буржуазии и на этом основании пристегивать трудящихся в упряжку капитала есть предательство трудящихся. Военные победы своей буржуазии будут означать ее усиление, следовательно, усиление гнета и эксплуатации трудящихся с ее стороны. Поэтому сами трудящиеся от этого не выиграют, а лишь проиграют, если только своя буржуазия не начнет делиться с ними награбленным, как это было в некоторых фашистских государствах. Военные поражения своей буржуазии усилят и обнажат разлом между ее истинными классовыми интересами и национальными интересами. Вызванный поражениями кризис неминуемо заставит буржуазию искать выход, искать пути сохранения своей собственности и прибыли любой ценой, пусть даже под покровительством чужих победителей. Это путь национального предательства, и этот путь неизбежен. Таким образом, только пролетариат действительно заинтересован в сохранении и защите своей страны. Только пролетариат потенциально обладает той силой, которая способна остановить чужих и своих грабителей. Чтобы реализовать эту возможность, пролетариат должен следовать своим собственным интересам, а не плестись в хвосте буржуазии, своей или чужой, неважно. Иначе в нужный момент у него не окажется ни сил, ни политической воли, ни внятной цели. Отсюда вытекает главная задача коммунистов на современном историческом этапе – везде и всюду помогать самоорганизации трудящихся в борьбе за свои собственные цели, везде и всюду содействовать росту организованного рабочего движения, везде и всюду пропагандировать в среде трудящихся классовые, а не соглашательские идеи, помогать их идейному росту. Конечная цель – формирование субъективного фактора, который в нужный момент смог бы предотвратить национальную катастрофу вопреки всем отрядам буржуазии. Чтобы достичь этой цели и решать эти задачи на разных уровнях, воссоздан Трудовой фронт, существуют проекты Агитпроп и другие.
Все, кто преследует ту же цель и решает те же задачи, наши соратники и товарищи. Все те общественные и политические деятели, блогеры и прочие, кто вместо этого призывает поддержать чужую западную или свою российскую буржуазию, это враги трудящихся.